Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами, как всегда, я, Емеля на печке, мой хороший друг Паша на гречке, и это глубокий анализ. Сегодня нашим гостем будет известный музыкант Сантос Сантана из Швейцарии? Дело в том, что у Сантоса недавно вышел альбом Manhunt, и мы бы хотели спросить у Сантоса, в чем главный месседж его нового альбома? Да, итак, наш первый вопрос касается твоего нового альбома Manhunt. Как я знаю, у тебя был только один альбом до этого, Birds of Shamir. И нам бы хотелось уточнить, в чем ключевое отличие нового альбома по сравнению с Birds of Shamir? Шамир. Окей. Окей, когда я сделал Manhunt, я просто хотел сделать альбом, в котором была бы запечатлена полицейская погоня. Так что между песнями находятся небольшие аудиоставки, в которых можно услышать шум двигателя и как полиция преследует меня. А на последнем треке слышны звуки автомобильной аварии. Это что-то вроде небольшого фильма в виде альбома. Я просто хотел это сделать в таком формате, потому что это показалось мне забавным, в то время как Шамир был скорее экспериментальным альбомом. Я не особо переживал его. Я просто хотел поэкспериментировать со сменой битов. Вообще, для меня не особо привычно было выпускать альбомы. Они выходили просто типа, окей. Может, я сделаю Шамир 2, и он будет круче. Кстати, ты ведь собираешься выпустить много альбомов в этом году? Мог бы ты рассказать, что нам следует ожидать от них? Хорошо. Я могу рассказать о следующих 3 альбомах, которые я собираюсь выпустить. Следующий выходит уже через неделю, и в нем я собираюсь сконцентрироваться на сэмплинге. Каждый трек, за исключением последнего, засэмплирован. За счет сэмплов я хочу сделать более темный и меланхоличный альбом, как целую историю. Это первый альбом из 3, и они выйдут в связке. Когда все 3 выйдут, их следует слушать типа сначала первый, который выходит на следующей неделе, затем второй, который выходит на следующем месяце, и потом третий через 2 месяца. И да, второй будет очень агрессивный и темный. Я пытаюсь поймать энергию так, чтобы тебя качало, когда ты его слушаешь. И третий альбом будет скорее грустным, просто печальным. Никаких бенгеров, просто грустные треки и разговоры о всяком. Но когда все это выйдет, вы услышите. Ждать не так долго. Каждые 4 недели новый альбом. Что-то типа этого я собираюсь сделать. Слушайте, давайте тогда поговорим про фонк в целом. Чем он тебя вообще привлек как жанр, почему ты решил работать именно в нем? Вот, и какие твои вообще источники вдохновения? Я делал фонк, потому что когда я учился делать биты, на меня повлияли 36 Mafia и вся эта Мемфис-движуха. Они использовали кучу ковбеллов, и это переросло в фонк. Так что на Мэнханте много треков, которые чисто фонковые. Но те треки, которые готовятся к выходу, они немного другие. Бит все еще фонковый, но больше никаких ковбеллов. Возможно, будет пение. Вообще, у меня много фонк-треков, около 100 треков.
которые никогда не выпускались. И мне надо подумать о том, как бы мне их выпустить, если я еще выпущу. Кстати, я читал твое интервью одному российскому паблику, и ты сказал, что фонк имеет большой потенциал. Ты, например, упомянул Фредди Дреда, но я бы хотел знать, как думаешь, фонк достиг своего пика, или он будет развиваться, потому что фонк выглядит как довольно ограниченный жанр? Типа ты имеешь в виду, достиг ли фонк своего пика? Или... Да, или имеет ли он еще пространство для развития? А, я думаю... Я не знаю. Думаю, фонк еще не достиг конечной точки. Он развивается. Все больше людей начинают слушать фонк. Это больше, чем 4 года назад. Я думаю... Я думаю, фонк развивается. Может, люди будут миксовать фонк с другими стилями. Может быть, нет. Не знаю. Я надеюсь на это. Я надеюсь. Мне все это очень нравится. Нет больше такого звука, задевающего те эмоции, которые свойственны для фонка. Особенно, когда едешь в тачке и все такое. Это идеальная музыка для этого. Да, особенно когда ты дрифтишь или что-то типа того. Да. Фонк в России ведь популярен. Да, на самом деле он довольно популярен в При этом, России. кстати, в России не так много, русскоязычных фонкеров. Вот, популярен как раз именно, импортный фонк, западный. Вот. Как английский, немецкий, язык не имеет значения. Да, может будущее фонка за Россией. Типа используют русские сэмплы и накладывают это на фонк. Может быть, такое уже и было, но не знаю. Ты знаешь, на самом деле проблема в том, что, я не знаю, есть ли какая-то музыка помимо фон, которая... типа, знаешь хоть-нибудь русскую музыку? На самом деле знаю. Я не помню всех имен, но я знаю, например, iSpeak. Знаете iSpeak? Вот их знаю. Еще других, но я не могу читать русские никнеймы. Не знаю, как сказать, но я видел реально крутые штуки. Мне нравится все это эстетически, и я люблю этот вайб. Особенно это касается клипов, потому что они холодные. И типа мне реально нравится. Я бы хотел как-нибудь побывать в России. Кажется, эта музыка подходит мне. И ваша зима... У вас холодная зима, да? М, Ну, более-менее, потому что Россия довольно большая страна с разными частями, в которых разные типы погоды, типа... Сейчас у нас, например, минус 15. Минус 15 градусов? Да, это центральная часть России. Мы в Санкт-Петербурге. Окей, что ж. Минус 15 это холодно. Это холодно, мужик. Безумие. Давай я заберу себя, немножко тормошу. Кого, флаг? Да. Имеет уголовное преступление. Слушай, Тормошить флаг России. а попробуй вот отсюда. Ух. Угу. Кстати, Сантос, а что тебя вообще связывает с Россией? Почему она занимает такое место в твоем творчестве? У тебя в Инстаграме, например, по-русски в статусе написано «поздно». И, как мы все знаем, у тебя есть трек Russian Riders. То есть, чем тебя так привлекает Россия-то вообще? Надо подумать. Знаете Албанию? И все, что рядом. Она между Европой и Россией, да? У меня много друзей оттуда. И ее культура содержит в себе и арабскую, и русские культуры.
Еще они пересекаются на Балканах, а я знаю много людей с Балкан. И поэтому, на самом деле, Шамир, например, звучит как-то по-арабски. Но вот их музыка и еда больше связаны с Россией. Так что я думаю, поэтому эти чувства, когда я думаю о России, так близки мне. Окей, тогда вопрос такой. Каков в твоих глазах образ России? Это страна бандитов или что-то типа того, потому что, ну, некоторым она видится такой. Знаю. Россия большая страна с долгой историей, и если я представляю Россию визуально, мне видятся холодные зимы, и это очень жестко выживать в таких зимах. И я в целом думаю, что русские довольно суровые люди. Я смотрю UFC, и там много русских. Тогда я думаю о России, мне представляются реально суровые люди и жесткие люди, слушающие жесткую музыку. И вот что я вижу. Да, по факту ты прав, потому что много людей в России любят тяжелую, жесткую музыку типа То есть металл. тебе, Сандес, вообще нравится мрачная атмосфера вот эта в России и все, что с ней связано, я правильно понимаю? Да, вопрос состоит в том, что ты воспринимаешь эту мрачную атмосферу России, она интересует тебя? Что ж, я думаю, Россия — это единственное место, где я вижу подобную атмосферу. Мне также нравится ваша архитектура с этими. Мне нравятся ваши огромные бетонные здания. Такого не увидишь в Лос-Анджелесе. Такого не увидишь рядом со всеми этими пляжами, солнцем. Они не для меня. Мне ближе вайб с России. Он мне реально нравится. Слушай, я спросил его про новостройки, собственно, которые создают эту мрачную атмосферу, о которой он говорит. Или как они, хрущевки называются. Ну, вот про вот эти русские многоэтажки. Наверное, новостройки. Да. Yeah, Просто по-русски новостройка. да, типа здания, о которых ты говоришь, они по-русски называются, если я перевожу это правильно, это вроде новые строения, Да. и по факту они создают и поддерживают эту мрачную атмосферу в России. Как вы думаете, почему люди в России слушают тяжелую и мрачную музыку? Я не знаю, предполагаю, это потому, что у нас немного другая действительность. Типа, у нас нет такого климата, как в Лос-Анджелесе, у нас нет такой архитектуры, как в Лос-Анджелесе. У нас есть вот эти новостройки, о которых ты говоришь, у нас есть много церквей, много природы, типа лесов, полей и все такое. И это довольно нетипично слушать всякую музыку, популярную в Лос-Анджелесе. Типа, ну, окей, у нас есть Москва, столица России, богатый город, и для нее нормально слушать современную музыку, хип-хоп, там, трэп и все такое. Но если ты живешь вне Москвы, в каком-нибудь маленьком городе, это довольно странно, если ты слушаешь такой тип музыки. Это просто... Ну, это, наверное, вот причина, почему люди любят тяжелую музыку типа металла. И вот мы, например, с моим другом любим black metal, типа Бурзум и все такое. Ты знаешь Бурзум? Блин, я не знаю, как это перевести. Ладно, в общем, ты знаешь какие-нибудь группы из металла? Группы?
Окей. Из России или в общем? Generally, yeah. В общем. А, Когда я был ребенком, я слушал только металл и рок. Надо подумать. Я слушал... Вы знаете Код Оранж? Ну, думаю, звучит знакомо. Возможно, я их слышал раньше, но не помню. Наверное, не знаю. Это то, что я слушаю сейчас. Когда я был моложе, я слушал много старых вещей типа Оззи Осборна, Слэйр, Металлика. Это больше типа классический металл, да? Да. Эн- Когда мне было 14, я переключился на хип-хоп. Послушал Чиф Кифа и понял, что хип-хоп может быть тоже агрессивным. Это то, что для меня фонк сейчас. Слушай, у тебя вот в альбомах очень много всяких отсылок там к религии и так далее. Что вот можешь сказать по этому поводу? Да, знаешь, мы уже упоминали о том, как православие распространено в России. И это то, почему мы заинтересованы в твоем аспекте твоей музыки, который довольно нетипичен для хип-хопа. Это включение различных отсылок к христианству в музыку. И это может быть встречено у тебя не столько даже в текстах, сколько... Ну, хотя у тебя есть там трек Sons of Cain, что по факту сценарий из Библии, но это больше касается обложек. Например, на треке Абдулла Марина Магдалина изображена, а на треке Blood Thicker Than My Coding этот святой чел без головы. И ну, почему это? Это просто из-за твоего интереса к христианству или... Отсылки к религии. Мгм. На самом деле, я очень религиозен. Может быть, это неожиданно, но это так. Я христианин. Если вы почитаете Библию, вы можете обнаружить, что она очень мрачная. Когда ты ее читаешь, там есть реально мрачные истории. И типа Каин и Авель — это обложка. Там два первых человека, и они убивают друг друга. Не знаю. Я довольно религиозен. У меня даже есть вот такие вот штуки. О, это Розарий, да, я знаю эту штуку, да, четкие. Ага. Да, на самом деле мы довольно удивлены, потому что мы думали, что это все из-за чистой эстетики. Но, ну, кстати, да, мы согласны, что Библия довольно мрачная книга, особенно если это касается, не знаю, как это по-английски, типа, знаешь, вот старая книга, ну, старая Библия и новая Библия. Да, Старый Завет и Новый Завет. Вот, и что касается Старого Завета, это реально мрачно. Да, кстати, ты уже упомянул о трилогии альбомов, которые ты собираешься выпустить. И, как я понял, она не столько связана с христианством, сколько такими, ну, хип-хоп вещами, типа там улицы, насилие, наркотики и все такое. Да, я всегда читаю рэп об этом. Хотя, когда я делаю треки,
Я думаю о других вещах, но когда читаю, особо не запариваюсь. Иногда я рассказываю истории, которые случились со мной или с моими друзьями. По большей части я просто читаю, а глубокий смысл пытаюсь вложить в бит или во вставке между треками. Потому что английский не мой родной язык, так что я не могу читать о глубоких вещах. Это сложно. Может, когда-нибудь в будущем. Да, это возможно не... То есть, типа, это не о глубоком значении, не о глубоком смысле, а о том, чтобы раскачать слушателя, да? Когда я читаю, я пытаюсь быть честным по поводу того, что говорю. Не всегда, но пытаюсь. Мне нравится связывать это с обложками и вкладывать туда что-то религиозное. Но это сложно, мужик. Когда я делаю биты, у меня много видений того, как я могу это сделать. Но читая, я просто читаю о обычных вещах, типа наркотиков, насилия и все такое. Не знаю. Слушай, Сантос, вот у тебя есть треки Иран, Ибрагим, и там очень ярко выраженная восточная тематика. Вот откуда ты вообще берешь эти образы? Они как-то связаны, ну, с албанской диаспорой в Европе, или, может, с твоими друзьями, или откуда ты вообще черпаешь вот вдохновение для таких вот, ну, арабских мотивов? Да. Также и потому, что я рос с людьми из Албании, Македонии, бывает Персии. Я много узнал об их культурах, потому что всегда был с ними. С румынцами, например. Думаю, когда я рос с ними, я христианин, но я чувствую это. Я рос в окружении мусульман. Большинство моих друзей не пьют. Они не пьют алкоголь. Я узнал много об их культуре. И это завораживает, потому что ислам тоже мне очень интересен с точки зрения визуала и традиций. Это отчасти воплощается в моей музыке. Я также люблю арабские сэмплы, потому что я слышал музыку от своих друзей, и она была арабская. Так что, думаю, все это из-за моих друзей, из-за того, что я рос с ними. Слушай, Сантос, а если в таком случае у тебя русские друзья или друзья, не знаю, русского происхождения? В месте, где я сейчас работаю, много русских. И когда я занимался боксом, занимался ММА, типа бокс и тайбокс, я тоже встречал русских. Они реально жесткие. Они реально давали мне взбучку на тренировках. В этом моя связь с ними. Это мое окружение. Да. Наш следующий вопрос касается снота. Типа снот, да? Да, у вас фит. И наш вопрос состоит в том, что, как я полагаю, снот довольно популярен последние года, но ваш фит довольно незаметен в твоей дискографии, потому что снот даже не упомянут как участник трека в Apple Music или Spotify. В чем причина и как ваше сотрудничество вообще прошло? Причина, по которой снот не упомянут в Spotify,
Эм, Сначала, когда я загрузил песню, он был упомянут, но затем это не понравилось его менеджеру, потому что мой трек высвечивался на его профайле. Это выглядело... Это выглядело, будто его песня, и его менеджер не оценил это. Так что я удалил трек сначала, и его не было на Spotify на протяжении года. И затем я решил снова выложить его, потому что люди просили об этом. Я выложил, но не упомянул Снота, потому что его менеджер не хотел этого. Это просто бизнес. Почему он не хотел этого? Но Снот крутой. Мне он нравится. Это просто маркетинг. Потому что Снот сейчас реально большая фигура. Так что они не могут терпеть никаких ошибок. Это просто часть бизнеса. Я хотел его указать, но его менеджер не хотел. Так что вот так. А как ваше сотрудничество вообще произошло? Ты просто написал ему, давай сделаем фит, или что-то типа того? Да, я попросил его сделать куплет для моей песни, и в то время он уже был большой фигурой. Но скорее, он был на грани реального взлета перед тем, как он стал по-настоящему известен. Я просил его поучаствовать на треке, и ему зашли мои биты. Они понадобились ему. Это было круто с его стороны. Я не ожидал этого. Было классно. Но сейчас он очень серьезный артист. Он много работает. Это круто. Да. Вы продолжаете общаться? О, да, да. Бывает. Сейчас он очень занятый. Не уверен, сколько у него подписчиков в Инстаграме. Что-то вроде 1 000 000. Не знаю, видит ли он мои сообщения. Но иногда он просит у меня биты. Я ему скидываю. Но не знаю, использует ли он их. Потому что, вероятно, он получает сейчас кучу битов. Он классный. Не знаю, есть ли у него сейчас вообще время. После 11 на фаном стуком 13, Сандос, мы видим, вот у тебя за спиной много картин, каких-то рисунков, а ты их рисовал, и вот, например, обложки для твоих альбомов недавних, и ты их сам рисовал, или это, не знаю, картины каких-то твоих друзей, знакомых? Рисунки? О, на самом деле, обложку Мэнханта я рисовал сам. Я люблю рисовать. Может, покажу вам некоторые вещи сейчас. Давайте глянем. Это просто штуки, которые я иногда рисую. А рисование связано с твоей работой, или это... Рисование связано с твоей работой, или это просто хобби? О, нет, нет. Это просто хобби. Люблю рисовать. Это не особо серьезно. Просто для веселья. И иногда я использую свои рисунки как обложки. Потому что почему бы и нет? Я сам делаю биты, могу и обложки сам делать. Сейчас попробую найти. Да, тут много рисунков. О,
Смотрите, вот это. Это был майнус. Это был майнус. И на обложке, самой обложке, вы можете видеть это. Только это. Не думаю, что найду еще что-то. Проходят какие-нибудь концерты, я не знаю, в твоем городе, в твоей стране, и собираешься ты в Россию приехать как-нибудь с концертом? Со своими треками на самом деле никогда не давал концертов. Хотел бы, но сейчас не могу из-за короны, ковида, вирусов. Тут сейчас это невозможно. Но я хотел бы хоть как рэпер, я никогда не давал концертов. Но у меня были концерты как у пианиста, потому что я играю на пианино. Так что концерты как пианиста у меня были. Как рэпера нет. Это не моя музыка, когда я играю на пианино. Я бы хотел дать концерт, но пока не разобрался с этим. Это моя цель сейчас. Думаю, это возможно. Но в данный момент это невозможно. Потому что все клубы закрыты. Но думаю, я готов. Да, на самом деле, полагаю, твоя музыка довольно подходящая для концертов, потому что, ну, это тип музыки, который реально раскачивает. Мы бы очень рады были видеть тебя в России, потому что у нас много людей, которые любят подобный движ, жесткие концерты, где ты можешь, ну, как это сказать, типа, послэмиться, да. Да. Я бы реально хотел устроить концерты в России. Когда я буду выступать, я хочу делать это реально агрессивно. Хочу кричать, видеть, как чуваки машпитятся. Я думаю, Россия хорошее место для этого. Я хотел бы там побывать. Но, тем не менее, я слышал, что самые жесткие концерты все-таки не в России, а в Германии или в Нидерландах, или что-то вроде того. Russian Slam. Да, наверное. Night Vowel приезжал 2 года назад в мой город. Это было безумие. Люди толкались, били друг друга. Или там Suicide Boys. На их концерте я потерял зуб. Он раскололся, и это было безумие. Мне реально понравилась энергетика. Да. У меня также есть друг, который был на каком-то рейв-концерте, и он потерял свой зуб. Более того, это было потому, что его друг ударил его на рейве. Это было забавно. А в России вообще, знаешь, любят всякие такие, ну, активные времяпрепровождения, там, подраться как-нибудь, поплясать и все в этом духе. Да, в России любят такие штуки, ну, где можно подраться, ну, на концертах, ну, машпиты и все такое. Как думаешь, почему такое вообще происходит? В смысле, не все это любят. Я был в клубе однажды, и люди просто стояли и делали что-то типа вот этого. И, ну, я пытался там помашпититься и там потолкаться и что-то такое поделать, но они осудили меня. И, ну, типа, почему некоторым людям это не нравится, в то время как другим, наоборот, заходит это?
Почему люди делают мошпитаны и исходят с ума на концертах? Да-да-да. Окей. Не знаю. Может, когда ты можешь... Может, когда ты можешь вести себя агрессивно, типа кричать. Ты же не можешь просто кричать каждый день на улице. Или когда ты делаешь это на концертах, в подходящем для этого месте, ты можешь выплеснуть энергию наружу. Может, поэтому люди такие активны, когда дело касается концертов. Понимаете, футбольные фанаты тоже сумасшедшие. Это та же энергия. Может, это все из-за футбольной культуры? Думаю, в Европе и России более агрессивные концерты, чем в Америке. Потому что мы любим футбол. А на нем это норма сходить с ума, с этими фейерверками. Да и вообще, они же там бьют друг друга. Не знаю почему, но им это нравится. Типа из-за этого UFC и смотрят. Это завораживает? Думаю. Да. Я бы также сказал, что это касается, в частности, моментов, когда бои происходят между бойцами из разных стран. У меня была такая идея, что все это из-за того, что раньше у нас было много войн, но сегодня у нас этих войн нету, и эта энергия, которую люди привыкли выражать на войнах, она переместилась куда-то в измерение спорта, и мы можем видеть, как люди болеют за команду их страны, знаешь, и даже если эта команда, вообще не профессиональная, они все равно болеют за нее, просто потому что это команда их страны. И то же самое было на войнах. Теперь это в таком измерении. Да, думаю, это часть. Вести себя агрессивно — это часть человеческой природы. Как улыбаться, смеяться, или та же агрессия. Ты считаешь свою музыку и создание такой жесткой музыки твоя как пути для выражения этой агрессии? Потому что, например, самовыражение в музыке, оно же помогает оставаться спокойным и не таким агрессивным в реальной жизни. Да, определенно, да. Я также люблю агрессивную музыку, потому что мне реально нравится раскрывать эту агрессивную сущность в себе. Как ты и сказал, у нас нет войн. Наши деды и их отцы много воевали. Мы же нет. Это тоже путь выражения этого аспекта наших личностей. Но мне также нравится музыка тихая. Я люблю спокойную музыку. Не выпускаю ее особо. На Шамире есть несколько спокойных частей, не агрессивных. Мне такое тоже заходит. Но сейчас я больше люблю выплескивать энергию, потому что именно так я чувствую себя сейчас. Да, ты упомянул, что тебе нравился Chief Keef, и, полагаю, ты также слушал Waka Flocka Flame, да? Да, of course, конечно. Это один из моих любимых. Эйвейт Мафия, да. Waka Flocka Flame. Он был моим любимым рэпером, когда мне было 15. Мне реально вкатывала его энергия. Первый чувак из Америки, который меня поразил. Я был впечатлен. Он там орет. Мне он реально нравится.
И забавно, что Вака Флака веган, что сложно представить, слушая его музон. Вака Флака Флейм, Гуччи Мэйн, Чиф Киф, Фредо Сантана. Все такое. Мне реально нравится такой вайб. Они очень агрессивны. Но сейчас соки SoundCloud, типа Bones, Suicide Boys, Госмейна, делают все же это жестче. Да, ты упомянул тот момент, что Вака Флака веган, а знаешь, у нас была такая идея, что как раз таки веганы самые, агрессивные. Потому что, Гитлер, походу, был веганом, если я правильно помню. Понял, понял. Послушай, Сантос, а ты можешь посоветовать в таком случае нам, своим русским фанатам, какую-нибудь музыку, какую ты сам слушаешь, что тебе нравится, и вообще какое-то напоминание своим фанатам из России? Да, полагаю, это последний вопрос. Мой друг просит, чтобы ты посоветовал своим российским фанатам и фанатам в целом, каких-нибудь музыкантов, и своих коллег, или просто музыкантов, которые тебя впечатлили. С точки зрения продакшена, если мы говорим о битах, я многому научился у 808 Mafia, Метро Бумина и Скрима и Suicide Boys. Эти трое были моими основными ориентирами, когда я учился всему этому. Меня вкатывал их стиль, как они делают биты. А вот с точки зрения читки и энергии, как выпускается музыка. Знаете Эрл Свитшорта? Серьезно, он мне нравится. Он говорит о... Типа он не говорит о мировых проблемах. Он говорит о проблемах очень личным. Мне это нравится. 36 Mafia — это классика. Говоря о уличной движухе, я присматриваюсь к Гуччи Мэйну, старому Гуччи, когда он был толстым. Толстый Гуччи. Типа Гуччи Мэйн до тюрьмы, да? Да, это мой любимый Гуччи Мэйн. Толстый Гуччи Мэйн. Он был очень злым. Мне нравится Чиф Киф, Фредо Сантана. Еще люблю... Знаете JPEG Mafia? Да. Я знаю. Это чел, который был журналистом на войне в Ираке, да? Этот чел. Да. Люблю его. Он очень смелый. Да. Ему реально похеру вообще, что люди думают о его музыке. Он делает, что хочет. Уважаю его как артиста. Еще много всего. Люблю Трэвиса Скотта, Джеймса Блейка, Бонни Вера. Это все типа... Люблю уличную музыку. Когда музыканты говорят о личном. Не, мужик. Да. Гуччи Мэйн, 808 Mafia, Метро Бумин, Чиф Киф, Фредо Сантана, JPEG Mafia, 36 Mafia, Suicide Boys. Много вдохновения. И нравится еще Death Grips.
Да, Грипс, это просто люблю их. Хоть музыку, как у них, делать не могу, но нравится. Не знаю. Все-таки разные. Просто слушаю. Оу, 21 Savage. Savage Mode. Реально мрачный музон. Сильно нравится этот альбом. Думаю, это бы я и сказал на данный момент. Эти ребята. Спасибо большое, Сантус. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за то, что смотрели нас. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, на нашу группу ВКонтакте, на наш канал, естественно. Спасибо вам большое и до новых встреч. С вами, как всегда, был я, Емеля на печке, и великолепный англичанин Паша на гречке. До новых встреч. Goodbye. Сука, 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 блядь!